Доброе всем раннее утро. У нас сегодня ветер со снегом. Вот такая пурга. Да, малышек, тебе не холодно? Ой, молодец, ой, молодец. Ну что, как обещала? Ой, все, ладно. Буду молчать. К курятнику не пролезть. Замело все снегом. Сейчас расцветет, надо будет все почистить. О, капец какой. Завалило все. Вот иду. Все завалило. Это ужас просто. Итак, как мы кормим наших курочек? Значит, в день я им даю вот такое ведерочко из-под краски. Здесь у нас сколько? Примерно литра 4, наверное, или 5. Значит, вот так. Процесс выглядит следующим образом. Значит, вот в этом кувшинчике у меня горячая вода, которую я принесла из дома. Прямо открываю одну горячую воду и наливаю. Кипяточек. Значит, затем из вот этого вот бачка, вот такой вот из-под сметанки чашечкой, я в кипяток добавляю 2 таких, ну не 2, может чуть не полные, 2 таких чашечки подсолнечного жмыха, или по-другому называется макуха, которая содержит очень большой процент белка, протеина и очень полезна для кур. Все это дело я размешиваю, чтобы она постояла, маленько запарилась и разбухла. А тем временем я пойду и принесу им ведро теплой воды. Итак, вот я принесла воды теплой. Такая хорошенькая. Даже ближе к горяченькой. Ну, теплая, в общем, нормально. Итак, тем временем у нас тут все хорошо так разбухло. И теперь в эту смесь я добавляю вот такую литровую кружку дробленой зерносмеси. Зерносмеси здесь у меня пшеница, ячмень и овес. Не знаю, в каких пропорциях. Что-то не посмотрела я на ярлычке. Ну, я думаю, что примерно в равных пропорциях. Так, 1 кружку сюда мы добавляем. Так, чуть-чуть. И перемешиваем. Так, вот перемешали. Получилась такая масса. Потому что вода раз теплая, дает такой запах от семечки, очень вкусный такой, подсолнечный, как подсолнечное масло, нерафинированное. Такой запах очень приятный, курам он очень нравится. Так, вчера я замачивала траву, гранулы, люцерна. Вот сегодня она уже у меня в кашу. Я ее добавляю сюда же. Вот добавила. Также перемешиваю. Почему я ее запариваю с вечера? Потому что гранула такая жесткая, она так быстро... Ну, в общем, ей нужно время, чтобы постоять. Я как бы прихожу кур кормить, мне нет времени ждать, пока она растворится вся. Это где-то, наверное, несколько часов, ну, час или полчаса. Короче, у меня нет времени, чтобы ждать. Поэтому я ее запариваю с вечера, и на следующий день она у меня готова. Пока здесь в предбанничке, в курятничке еще
не холодно, ну, морозов нет, ну, это плюсовая температура, здесь нормально, она не замерзает, стоит. Если когда будут морозы, придется, наверное, брать это все дело домой. Хотя, как бы, я дома такие вещи не люблю, но что не сделаешь ради вкусных яичек. Значит, итак, добавили мы сюда такую вот штучку из травы. Теперь добавляем такую же кружку пшеничных отрубей. Они такие легкие, пушистенькие. Добавляем. Так, отруби добавили. Теперь такую же баночку добавляем полную с горкой мясокосной муки. Вот у меня мясокосная мука. У нее такой специфический тоже запах. Ну, как бы для человека не очень приятный, но куры, вообще животные, как бы, это для них нормальный запах, они его любят, они хорошо на него реагируют. Так, вот сюда высыпали баночку мясокосной муки. Также добавляю прямо в корм немножко ракушки. Я прямо в корм добавляю. Кто-то сыпет отдельно им, я не сыплю отдельно. Я добавляю прямо в корм. И также прямо в корм добавляю немножко известковой крупки. Вот так вот. Много не добавляю. Иначе у них начнется сильная жажда, когда мела сильно много в муке, в корме. Значит, вот я добавила, значит, это все пока сухое, я ничего не перемешиваю. Теперь будем добавлять витаминки. Все-таки хочется, чтобы курицы питались сбалансированно. Есть у меня вот такие витамины от Филуцен. Ой, Филуцен. Углеводно-витаминно-минеральный кормовой концентрат. Вот. Ну, я им уже его раньше как-то давала, то есть я его не даю летом, но даю, когда вот они уходят в зиму. Значит, тут очень хороший состав. Вот сколько всяких витаминов, микроэлементы. Так. Кальций, фосфор, микроэлементы: железо, медь, цинк, марганец, кобальт, йод, селен. Ну вот йод, селен здесь есть. Я еще иногда в воду, ну это в воду я в 2 недели раз добавляю этот седимин жидкий. Так, вот такого минерального комплекса я добавляю полную ложку столовую. Вот на такое ведерко. Вот ложка. Так вот я это дело добавляю. Потом все будем перемешивать. О, кричат. Так, теперь еще у меня есть вот такая, называется сера молотая. Рацион. Вот. Сера — такое вещество, которое необходимо курам в период линьки, для того, чтобы они наращивали хорошо перьевую массу. То есть, чтобы они не ходили облезлые. У меня, как вы заметили, облезлых кур вообще нет. Как бы, если курица у меня долго ходит облезлая, ну, месяца 2, то это уже что-то ненормально. Или какая-то болезнь у нее, или еще что-то. То что, вот. Серая, значит, нужно совсем чуть-чуть. Там буквально 0,1 грамм на голову. Поэтому я добавляю ее. Ой, много взяла. Вот примерно вот столько. Так вот рассыпаю. И потом все это дело перемешаю, чтобы она была равномерна. Так, ну все добавила. Теперь это нужно нам все хорошенько вымешать. И последним компонентом сюда будет зерно. Но зерно я добавляю уже, когда все это вымешаю. Так вот аккуратненько, аккуратненько. Теперь все это перемешать в однородную такую влажную массу. Итак, вот мы перемешали. Вот такая вот получилась масса. Она вроде бы рассыпчатая, но она влажная и она теплая. Что самое главное, она теплая. Я недавно на канале «Миллионер из деревни», там парень молодой ведет,
ну, как бы он подтвердил мои мысли, что деревенским курам, да, которые вот, ну, мы деревенские куры будем считать. Я не позиционирую себя как такой ярый заводчик кур. Ну вот, значит, что в такой период в холодный им важно давать теплое питание, теплое, для хорошей яйценоскости. Теплое питание. И хотя бы, чтобы первоначально вода была теплая. Изначально налил воды, вот как я принесла, теплой воды налил им. Они, кстати, очень хорошо пьют теплую воду. Прям очень. Они у меня большое тут ведро 7-литровое выпивают за один день. То есть я им каждый день наливаю воду. И вот теплое питание. Ну, вот у меня была такая мысль тоже в голове, но вот он ее подтвердил. Так, теперь добавляем сюда литровую кружку зерна. У меня уже ведро вот почти полное. Еще литровая кружка зерна сейчас будет. Так. Вот. Высыпаем аккуратно сюда зерно, чтобы не высыпалось через край. И аккуратно будем сейчас это дело все вымешивать. Аккуратненько. И вот этим пойдем кормить кур. Ну, вот такая вот у нас получилась мешанина. Такая вот тепленькая. Ну, чуть тепленькая, но все равно она не холодная. И этим мы идем кормить кур. Своих кур я принципиально не кормлю комбикормом. Ну, потому что, во-первых, у меня нет... Конечно, хотелось бы все, чтобы корма подешевле были, но у меня нет такой фишки, чтобы на этом делать коммерцию. Я выращиваю кур и яйцо для своей семьи, для питания своих детей. Поэтому для меня важно, чтобы это было максимально полезно и вкусно. А комбикорма я не доверяю особо комбикормам, потому что когда не знаю, что туда ложат, всякие стимуляторы и так далее, это как бы, нет, я не хочу. Я хочу, чтобы у меня было нормальное, природное, здоровое, диетическое яйцо для моих детей. И остатки, вернее, не остатки, а излишки мы реализуем только с целью самоокупаемости кормов. Все, то есть никакой идеи извлечения прибыли у нас мы не преследуем. Вот. Итак, заходим в курятничек. Так, кыш-кыш-кыш-кыш. Цыпа, цыпа, цыпа. Куда пошла? Иди сюда. Иди сюда. Ой-ой-ой-ой. Ой, кто тут на меня падает? Кто тут? Кто тут ко мне летит? Давайте, давайте, поделитесь. Что ты ко мне лезешь? Что ты ко мне лезешь? Что ты меня щиплешь? Да это что такое? А дайте мне пройти. Голодные мои. Здравствуйте. Хотите попробовать? Как вам? Вкусно? Ну все, сейчас будем кушать. Так, вот сюда я насыпаю. И вот в эту штучку. Они у меня едят с 2 кормушек. Ну вот все курочки мои занялись поеданием кормов. Вот как кушают хорошо. Я вчера посчитала, пока они вечером ходила за яйцами. Короче говоря, у меня 20 кур. 20 кур. Вчера с 20 кур. 2 петуха. То есть, петухов я не считаю, 20 кур. Вчера с 20 кур я собрала 14 яиц. Так, сейчас еще пока рано нету. Вот я заметила, что они начинают нестись. Нету там, пока ничего не видать. Начинают нестись после того, как я их покормила. Покормила и все, поперли они по гнездам сразу. И где-то уже часа в 4 все спокойно можно идти забирать. Я забираю обычно где-то часов в 5:30, в 5:30, вот так, после работы. Так, сегодня выход им закрыт, потому что на улице холодно пока, ветер. И в стайке у нас 15 градусов, очень тепло. Так, вот видите, вода. Воду выпили за день всю.
Сейчас пойду им новую наливать. Засыпала гранулы на завтра. Вот такие вот травяные гранулы. Твердые. Вот я их в водичку теплую. И они набухают. И к завтрашнему кормлению у меня уже будет готово все. Вот. Так, ну вот такой вот рацион ежедневный у моих кур. Конечно, иногда я им даю капусту, всякие вкусняшки там. Ну, это иногда. А это я вам показала ежедневный рацион. Вот так. Снега, пипец. Сейчас буду чистить снег. Ну все, пока.